блины из редиса. Давайте признавайтесь в комментариях, кто также любит редис, как люблю его я. Сегодня готовим блюдо из редиса. 4 средних красных редиса нам понадобится, весенних редиса, или же 1 дайкон редис, большой, где-то около 500 грамм. И первый вариант блинов, для него нам понадобится только 3 средних красных редиса или же часть дайкон редиса. Сначала нарезаем редис кружками, и затем эти кружки мы должны будем нарезать соломкой, или просто сразу нарежьте редис на слайсере. Смысл в том, чтобы соломка была как можно тоньше, но не совсем тонкая, но где-то вот средней такой толщины, чтобы она не ломалась и в то же время не была слишком толстой. Затем в нарезанный соломкой редис мы добавляем 1 яйцо. Это яйцо мы перемешиваем с редисом. В данном случае лучше пользоваться ложкой, а не руками, потому что яйцо будет, часть яйца тогда останется у вас на руках или на перчатке, поэтому лучше ложкой перемешиваем. И затем добавляем картофельный крахмал, 2 столовые ложки. Приблизительно смысл в том, чтобы потом получилась необходимая консистенция. Если не любите картофельный крахмал, замените его на обычную пшеничную муку в тех же пропорциях. А пшеничная мука нам нужна 2 столовые ложки. Или же можете наоборот все заменить на крахмал. И все это мы с вами перемешиваем. И смысл в том, чтобы мы достигли вот такой вот консистенции, то есть чтобы покрывала такая жидковатая пленка, имеющаяся у нас редис. Затем нагреваем сковороду с растительным маслом. Когда масло нагрелось, оно обязательно должно нагреться, чтобы когда вы кладете блины, чтобы масло зашипело, потому что если оно не будет нагретое, то тогда просто редис впитает в себя очень много масла, да, они получатся масляные. И вот так вот порционно закладываем уже подготовленную нашу массу блинную. И смысл в том, что не старайтесь выкладывать их прямо-таки ровненько, это я просто так старалась, чтобы было красиво. Наоборот, чем больше они будут пересекаться и так далее, и не обязательно слой должен быть слишком тонкий и одинарный, тем лучше они склеятся. Вот. И начинаем все это на среднем огне жарить. Почему на среднем огне? Потому что нужно, чтобы сверху у нас была корочка, а внутри блинчик пропекся. Когда блины с одной стороны прихватились, то вы их переворачиваете на другую сторону. Все должно достаточно хорошо склеиться, не бойтесь, оно не должно разваливаться. И перевернув на другую сторону, немного прижмите блинчик. И когда с обоих сторон блин позолотился, вы можете в процессе жарки несколько раз переворачивать блины. Смысл в том, чтобы он достиг золотисто-коричневого оттенка, то есть снаружи покрылся корочкой, но и внутри пропекся. И тогда, когда это произошло, мы снимаем блины, мы должны подготовить тарелку с бумажным кухонным полотенцем и снять на него блины, чтобы полотенце впитало в себя часть масла, которая еще осталась на поверхности блинчиков. И теперь приступаем ко второму варианту блинов. Для него я отложила такую ровную, красивую, кругленькую редиску. 1 средний красный редис или часть дайкон редиса, если вы используете его. И нарезаю кружками. Здесь уже толщина у нас должна быть не очень тонкая, но в то же время не очень толстая. Чуть меньше, допустим, среднего, ближе к тонкому. И вот эти кружки у нас будут впоследствии блинами. После того, как мы нарезали необходимое количество кружков, ну сколько у нас там из редиса получилось, мы приступаем к нарезке красного перца чили и зеленого перца чили. 1 штука такая, 1 такая. Это нам нужно для декорации. Если декорировать не будете, то тогда это можно пропустить, потому что это также придает остроту блюду.
Теперь приступаем к приготовлению теста, точнее кляра. Нам понадобится картофельный крахмал в объеме 3 столовых ложек на данное количество редиса и также пшеничная мука 3 столовые ложки. Опять же, крахмал можно заменить муку на крахмал, то есть в зависимости от того, что вы едите, не едите и как вам нравится. И добавляем растительное масло 1 столовую ложку. Это нужно для мягкости, но в принципе можно и пропустить. И затем начинаем понемногу добавлять воду. Количество воды всегда нужно разное, поэтому я сначала добавляю 3 столовые ложки и начинаю перемешивать массу, затем еще добавляю 3 столовые ложки, то есть я добавляю воду постепенно до достижения нужной мне консистенции, а тесто должно получиться так же, как обычное блинное. И вот еще 2 столовые ложки, в общей сложности в данном случае у меня ушло 8 столовых ложек воды, но опять же говорю, всегда количество воды разное. Вот такое должно быть жидкий кляр у нас должен с вами получиться. Теперь опять нагреваем сковороду с растительным маслом. Можно использовать то же масло, которое осталось от предыдущей жарки, если оно осталось. И когда масло нагрелось, мы начинаем имеющиеся у нас кружки редиса закладывать в подготовленный кляр, окунаем с 2 сторон, затем приподнимаем, даем кляру отечь, чтобы не было излишков, и укладываем на сковороду. Лучше делать это достаточно быстро, чтобы все у нас одинаково пропеклось. Жарим мы точно так же, как и в предыдущий раз, на среднем огне. В этот раз нам не нужно достигать золотистой корочки на поверхности, просто они должны позолотиться. И как только вы заложили все имеющееся у вас количество, сразу на верхнюю сторону начинаем выкладывать декорацию. Тут можно выкладывать любые разнообразные рисунки, какие вам нравятся. Или можно даже положить, например, немножко укропа или петрушки сверху, тоже получится красивый узор. И когда с одной стороны блинчик прихватился, мы переворачиваем его на другую сторону, и когда переворачиваем, немного прижимаем, чтобы перчики хорошо, в данном случае перчики, декорация хорошо прилипла к блинчику. И жарим, как я и говорила, до такого светло-золотистого оттенка. Смысл в том, чтобы блинчик у нас немного поджарился снаружи и хорошо пропекся внутри. Тогда блинчики готовы, снимаем их на тарелку с подготовленным кухонным бумажным полотенцем, чтобы снять излишки масла. И все, можно сервировать это к столу. Когда сервируем, если вы не добавляли в процессе приготовления соль, то я имею в виду в процессе приготовления кляра, не добавляли соль, то тогда подавайте блинчики с соевым соусом, потому что так они в принципе не будут по себе практически иметь никакого вкуса. И начинаем тестировать. Как вы видите, он немного такой позолоченный снаружи. Мы окунаем его в соевый соус. Я в процессе приготовления соль не добавляла. И видите, что он хорошо пропекся внутри. Он такой очень сочный внутри. И другой вариант с яичком, который мне, кстати, нравится гораздо больше. Он немного более богат вкусом, чем тот блинчик, который готовится без яйца. И надеюсь, вам было интересно. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, лайкайте, подписывайтесь. Приятного вам аппетита!